Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и наконец-то DeWalt выпустил по-настоящему что-то новое. Вот такой отрезной инструмент. Отдаленно его можно назвать болгаркой, хотя, как по мне, болгаркой, то есть углошлифовальной машинкой, он больше не является. Шлифовать что-то им навряд ли возможно. Модель называется DCG432X и, как видите, сделана на основе новых болгарок от DeWalt. Вот этого тонкого корпуса, очень тонкого, обратите внимание. Длину вы можете оценить вот так, и в принципе работать одной рукой ей будет удобно. Диск здесь используется 4 дюйма или 10 сантиметров. Что интересно, поворачивается кожух очень просто и без ключа. И именно эта же кнопка блокирует нам шпиндель. Молодцы. Что необычно, но как по мне действительно необходимо, это режим реверса в данном отрезном инструменте. Как видите, диск может вращаться в обе стороны. Как я понимаю, это сделано для вашего удобства. Вы будете выбирать, в какую сторону усилия вы хотите приложить при работе с этим отрезным инструментом, чтобы вело машинку в одну или другую сторону. Кнопка здесь вот такая педалька. Кому-то покажется удобной, кому-то нет. Ну, как по мне, она недалеко ушла от пневматики. Поэтому решение проверенное, надежное и безопасное. Все вот эти новые болгарки, отрезные машинки с подобным типом корпуса сделаны очень добротно. Ощущается качественной. Однако вот эта часть, по-моему, не металл, а пластик. Металлической является вот эта часть и вся вот эта. Да, вот видно, что это пластик по этому шву. Кому интересна вот бирка инструмента, он сделан в Китае. Из особенностей и приятных инженерных решений охлаждение организовано так, что поток воздуха выходит отсюда и воздух двигается в сторону от вас. Это достаточно разумно. Вход воздуха вот здесь. Он прикрыт сеточкой металлической. Ну что ж, давайте посмотрим, как она по мощности, насколько она будет вообще тянуть, какие потери нам дает вот этот удлинитель. Так, друзья, этот инструмент использует вот такой диск, который идет в комплекте. Что интересно, он достаточно толстый, 3,2 мм, что необычно для маломощного инструмента. Каким я все-таки считаю эту отрезную машинку. Размер его 4 дюйма, 100 мм, посадка 9,5 мм, маленькая. Резьба обратная. Ставим диск, конечно же, картинкой к себе. Только так правильно. Для быстрозажимной гайки, наверное, здесь не хватило места. Ну ладно, справимся и так. Ну что ж, давайте попробуем. Давайте начнем. И резать я буду в максимально неудобной позиции, на вытянутой полностью руке. Посмотрим, насколько вообще это может быть удобно. При резе меня ведет в предсказуемую сторону, я могу ее поменять. Слушайте, это удобно. Сам факт, что можно поменять сторону, это достаточно удобно. Вернем в эту сторону. На вытянутой руке держится тоже прилично вполне. Никуда ничего не ведет. Но диск толстоватый, медленно режет. Я, кажется, понял, зачем толстоватый диск, чтобы его не сломало, потому что в неудобных всяких позициях давление на диск может быть неспецифическим. Это достаточно умно, но режет не быстро. При клине диск остановился, никакого особенного рывка не происходит. Уголок мы перепилили. Как видите, он не такой и тонкий. Достаточно увесистая заготовка. Ну и давайте посмотрим, насколько просто ее остановить. Сейчас я буду давить до тех пор, пока она не остановится. Я бы сказал ватт 600 эквивалентно-сетевой максимум. Что ж, в качестве вывода, мощной ее не назовешь, но она и не предполагалась такой. Удобной
достаточно я назвать могу. Я думал, будет хуже, рывки и все прочее. На самом деле было достаточно удобно, никаких особых опасных моментов я не словил. Что касается использования толстого диска, оно обосновано. Пользуйтесь только дисками подобного размера. Диск неоднократно при работе испытывал боковые нагрузки, поэтому 3 мм это оптимально. В целом очень интересный инструмент, который будет выполнять свою задачу, а именно резать что-либо в труднодоступных местах. Редуктор не нагрелся вообще, машинка незначительно. Защита срабатывала вовремя. Вот такой, друзья, новый инструмент у DeWalt получился. Спасибо за внимание, друзья, и всего вам доброго.